Продолжаем вязать этого прекрасного щенка, в котором нет ни одной пришивной детали. Всем привет! С вами я, Татьяна Мединцева, и в этом видео мы полностью закончим эту игрушку. Если кто-то еще не начал вязать, ссылочку на первую часть этого мастер-класса я оставлю в описании под видео. Обязательно присоединяйтесь, а мы продолжаем. Тело начинаем вязать бежевым цветом. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Вязание будем выворачивать. Дальше у нас идет третий ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала. Следующий ряд у нас 4. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Это я провязала. В 5 ряду вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. Это я провязала. Следующий ряд 6. Вяжем 22 столбика без накида сначала, потом будем провязывать хвостик. Маркер поставила, чтобы пометить начало ряда. И вяжем 22 столбика без накида. 22 столбика без накида провязала. Теперь вместе с хвостиком нужно провязать 5 столбиков без накида. Заходим сначала в хвостик, затем в тельце и провязываем 1 столбик без накида, снова в хвостик, в тельце провязываем 2 столбик без накида, дальше в хвостик, в тельце 3, 4 и 5 столбик без накида провязываем вместе с хвостиком. Вот так вот мы провязали хвостик. И теперь до конца ряда довязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Все четенько. В следующем ряду, в 7, будем провязывать ножки. Берем ножку, которая у нас 2 цветов. Это будет левая ножка у собачки. И вместе с ножкой нам нужно будет провязать 5 столбиков без накида. Но ножку мы уже будем провязывать вот этим вот коричневым цветом. Поэтому присоединяем ниточку коричневого цвета. Сначала мы зайдем в ножку, а затем зайдем в тельце. Вот таким вот образом. Хватаем ниточку коричневого цвета и провязываем столбик без накида коричневым цветом. Здесь бежевую и коричневую связываем узелком между собой, но никаких ниточек не обрезаем, мы же будем потом менять. Тоже рандомно провязывать то одним, то другим цветом. 1 столбик без накида с ножкой уже провязали. Дальше заходим в ножку, в тельце, провязываем 2 столбик без накида. Все коричневым цветом пока вяжем. В ножку, в тельце 3 столбик без накида провязываем. В ножку, в тельце 4 и в ножку, в тельце 5 столбик без накида провязали вместе с ножкой. Здесь провяжем коричневым еще 1 столбик без накида. А дальше мы вяжем еще 8 столбиков без накида до следующей ножки, только уже вот этим вот бежевым цветом.
Здесь смотрим, чтобы вязание у нас не натянулось, поэтому сразу ниточку прокладываем, хватаем ее, видите, но здесь, чтобы у вас не было натяга, то вязание стянется и будет некрасиво. Провязываем еще 8 столбиков без накида бежевым цветом. Довязали. Видите, какая красота получается. Теперь вместе с ножкой провяжем 5 столбиков без накида уже просто бежевым цветом. Зашли в ножку, затем в тельце, провязали столбик без накида, ножку в тельце, второй столбик без накида. Точно так же провязываем третий столбик без накида с ножкой, четвертый и пятый столбик без накида провязали вместе с ножкой. Посмотрите, какая красота уже получается. Теперь вяжем. До конца ряда у нас вообще должно остаться 11 петель, но мы провяжем где-то, давайте, 9 петель бежевым цветом, а потом перейдем снова на коричневый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А дальше 2 столбика без накида до конца ряда довяжем уже коричневым цветом. Просто хватаем ниточку коричневого цвета, здесь тоже ее прокладываем вот так вот, видите, чтобы у вас натяга не было. Если в натяжку, то ослабьте ниточку. И провязываем столбик без накида уже коричневым цветом, 1 и 2. Все, ряд у нас закончился. Дальше мы тоже будем еще вязать коричневым цветом в следующий ряд. Начинаем вязать, провяжем 1 столбик без накида. В следующем ряду, это, кстати, у нас 8 ряд. 1 столбик без накида провязали, пометили его маркером, вяжем дальше. Здесь я тоже придерживаю вот эти ниточки, у меня здесь и бежевая, и коричневая, я их буду провязывать вместе с нашим вязанием. 2 столбик без накида провязали, 3, 4, 5, 6, 7, можно провязать еще 8. Нет, пусть будет 7 столбиков без накида, провязанных коричневым цветом. И дальше до конца ряда довязываем бежевым цветом тоже эти столбики без накида. Опять же берем бежевую ниточку, сразу вот так вот пальчиками придерживаем. Будем ее прокладывать. И провязывать дальше столбики без накида бежевым цветом. Видите, вот здесь вот я проложила, у меня натяга нет. Просто до конца ряда довязываем. Получается 23 столбика без накида бежевым цветом. Я провязала не 23, а 22 столбика без накида бежевым цветом. И сейчас 23 столбик без накида уже провяжу коричневым. И ряд закончится. Опять же тут придерживаю, чтобы у меня не стянулось вязание. Вот довязала. Но здесь вообще рандомно. Вы можете отсюда начать вязать. То есть это вообще не важно. Так, следующий ряд 9. Тоже нужно провязать будет 30 столбиков без накида в ряду. Но мы провяжем 7 столбиков без накида коричневым цветом и 23 столбика. Либо опять не 23. Сейчас тут посмотрим, сколько я скажу провязать бежевым цветом. В итоге я здесь провязала бежевым 21 столбик без накида. И еще 2 столбика без накида до конца ряда довязываю коричневым цветом. Вот это 22 и 23. Вот так вот будет. Это я провязала. Дальше у нас идет 10 ряд. Будем вязать 3 столбика без накида убавка. И так сделаем 6 раз как раз до конца ряда. Но мы сделаем коричневым цветом 2 раза. 3 столбика без накида, 1 убавка. Вот мы заходим,
Можно, кстати, маркер перенести. Вот один столбик без накида мы сделали. Дальше вяжем 2, 3 и делаем убавку. Это один раз. И коричневым цветом делаем 1, 2, 3. Ну и сделаем убавку тоже коричневым цветом. Это второй раз. И дальше до конца ряда будем довязывать бежевым цветом, тоже 3 столбика без накида, убавка. То есть еще 4 раза мы сделаем бежевым цветом. Это я довязала. Следующий ряд у нас 11. Нужно будет провязать 24 столбика без накида. 5 столбиков без накида я провяжу коричневым цветом. Подтягиваю здесь ниточки хорошо. Провязываем. Это был 1. Дальше 2, 3, 4, 5. Давайте еще один. 6 столбиков без накида провяжу коричневым цветом. Здесь видите, кстати, как у меня внутри. Я стараюсь ниточки провязывать. Так, и до конца ряда довязываю бежевым цветом полностью до конца ряда все столбики без накида. Это получается 7, 8 и считаю, пока не будет 24 столбика без накида связанных. 9, 10, 11, 12. Это я провязала. Следующий ряд у нас 12. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Сначала провяжем 1 столбик без накида бежевым цветом. Второй столбик без накида мы провяжем уже коричневым цветом. И убавочку сделаем тоже коричневым цветом. Еще 1 столбик провяжем коричневым цветом, а дальше будем вязать бежевым. То есть еще нам нужно провязать 2 столбик без накида и дальше сделать убавочку. Вот так вот. И до конца ряда еще 4 раза нам осталось сделать 2 столбика без накида, убавка. Это я провязала. Дальше у нас идет 13 ряд, нужно провязать 18 столбиков без накида. Мы 8 столбиков без накида провяжем бежевым цветом. Давайте перенесем маркер. Вяжем дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бежевым цветом провязали. Теперь провяжем 1, 2, 3, 6 столбиков без накида коричневым цветом. Один, 2, 3, 4, 5, 6. И до конца ряда довязываем, сколько нам там осталось столбиков без накида, уже бежевым цветом. 1, 2, 3, 4. Считаем 6 плюс 4, 10. И здесь 8, 18. Все правильно. Так, в следующем ряду, в 14, будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида.
Тоже сначала начинаем бежевым цветом вязать. Один столбик без накида провязали, делаем убавку. Это один раз. Столбик без накида. Убавка, это второй раз. Столбик без накида. Убавку сделаем тоже бежевым. Третий раз. И столбик без накида мы уже начнем вязать коричневым цветом. Вот так вот. Сейчас ниточку тут вытяну. Все подтяну. Делаем столбик без накида, убавку коричневым цветом. Столбик без накида, убавку тоже можно сделать коричневым цветом. И до конца ряда довязываем столбик без накида, убавка уже бежевым цветом. Так, есть такое счастье. Вот такая вот красота у нас получилась. Следующий ряд 15, просто провязываем 12 столбиков без накида. Вот начинаем бежевым. 2, 3, 4, 5, 5, можно еще 6 провязать. Дальше провяжем коричневым цветом несколько петелек. Так, сколько я тут провязала? 6, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем коричневым теперь 7. 8, 9, 10. И дальше бежевым цветом вяжем до конца ряда. Это у нас будет уже 11 столбик без накида и 12 провязали, то есть 2 столбика без накида довязали этим цветом. Дальше мы будем провязывать ручки, это у нас 16 ряд. Сначала вяжем 1 столбик без накида вот этим вот бежевым цветом просто. Теперь берем ручку, та, которая у нас полностью идет одного цвета. Вместе с ручкой провязываем 4 столбика без накида. То есть мы зашли сначала в ручку, затем в тельце, провязали 1 столбик без накида. Дальше в ручку зашли, в тельце 2 столбик без накида, в ручку, в тельце 3 столбик без накида и в ручку, в тельце 4 столбик без накида. Вот одну ручку мы уже провязали. Дальше нам нужно провязать 1 столбик без накида, провяжем бежевым цветом. А следующую ручку мы начнем уже провязывать коричневым цветом. Берем ручку и вместе с ручкой мы должны провязать 4 столбика без накида. Тоже заходим в ручку, в тельце, но провязываем коричневым цветом. Столбик без накида, это у нас 1. В ручку, в тельце 2 столбик без накида. В ручку, в тельце 3 и в ручку, в тельце 4 столбик без накида с ручкой мы провязали. Так вот у нас будет. И 2 столбика без накида нужно довязать до конца ряда. Ну, бежевым цветом уже будем довязывать.
Опять же здесь смотрите, чтобы вязание не стянулось. Вот будет 1, 2. Ряд закончился. Вытягиваем. Вот эту коричневую ниточку, слава богу, можно уже обрезать. Дальше будем вязать только бежевым цветом. Так, здесь мы обрезали. Дальше уже будем вывязывать мы голову. Здесь мы можем эту ниточку, чтобы спрятать, либо ее с хвостиком каким-то завязать, либо здесь сделать узелок. Так вот перейти, ее здесь схватить и узелочек завязать, чтобы она никуда не делась, спрятать ее просто вовнутрь. Дальше начинаем вязать голову. Нам нужно сделать 12 прибавок. Вот у нас сейчас 12 столбиков без накида в ряду. Нам нужно сделать 12 прибавок. Тут главное не пропускать петельки. Если сюда мы связали, начинаем в следующую вязать. Сделали один столбик без накида и пометили его маркером. Сюда же провязываем второй столбик без накида. Это первая прибавка. И так до конца ряда нам нужно провязать по 2 столбика без накида в каждую петельку. Провязала я этот ряд. Это у нас, кстати, был 17 ряд. Мы сделали 12 прибавок. Дальше идет 18 ряд. Делаем 24 прибавки. Тоже в каждую петельку просто вяжем по 2 столбика без накида. Целый ряд. Это я провязала, добавила наполнитель. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше у нас идет 19 ряд. Вяжем 12 столбиков без накида в начале ряда. Опять же провяжите один столбик без накида и поставьте маркер. Вяжем дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так делаем 10 раз. И затем до конца ряда довязываем 16 столбиков без накида. Это я провязала. Вот так вот выглядит вязание сейчас. Дальше нам нужно 2 ряда, 20 и 21, провязать по 58 столбиков без накида в каждом ряду. Красота такая, да? Это я провязала. Видите, как это все выглядит. Так, дальше у нас идет 22 ряд. Вяжем 12 столбиков без накида, затем делаем 16 убавок подряд и 14 столбиков без накида довяжем до конца ряда. А в 23 ряду просто провяжем 42 столбика без накида. Это я провязала. Видите, вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше у нас идет 24 ряд. Вяжем 8 столбиков без накида, затем 12 убавок подряд и 10 столбиков без накида до конца ряда. Это я провязала. Дальше у нас идет 25 ряд. Будем вязать 8 столбиков без накида, 12 прибавок и 10 столбиков без накида до конца ряда. И затем 26 ряд провяжем просто 42 столбика без накида. Это я довязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Видите, как вывязалась мордочка у нас. Сейчас мы вставим глазки. Глазки мы будем вставлять между 25
23 и 24 рядом. Смотрите, мы начали голову делать в 17 ряду. Вот хорошо видно эти прибавочки, видите? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ряд, его тоже хорошо видно, потому что здесь просто провязаны столбики без накида, и нам будет легко считать петельки. Я вам рассказываю, где мы вставляем глазки. Вот находим этот 23 ряд. Вот он, видите? 23 ряд. Если брать сверху, мы сейчас сколько провязали? 26 рядов. Вот вы можете сверху отсчитать. Это 26, 25, 24, значит вот это вот 23 ряд. Сверху еще легче считать. 26, 25, 24. Вот 23 ряд нашли. У меня здесь маркер как раз стоит. Мы отсчитываем от начала ряда 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот между 16 и 17 петелькой вставляем глазик. Между 16 и 17 петелькой и между 23 и 24. Понятно? Вот это у нас 23, это 24. Вставили один глазик. Теперь нам нужно пропустить 8 петель. Под глазиком сразу это первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И сюда вот между этими петельками, 8 и 9, вставляем второй глазик. Опять же следите, чтобы это было между 23 и 24 рядом. Ставили. И до конца ряда у вас останется 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Четенько все. Вот так вот мы вставляем глазки. Видите, как они? Сначала кажется, что широко, потом все будет хорошо. Глазки закрепляем. И вставим носик. А носик мы вставим, если глазки были между 23 и 24, носик мы вставим между 22 и 23, то есть на ряд ниже. Здесь у нас глазки вставлены, на ряд ниже носик посерединке. Вот мы видим наши петельки. У нас их видно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 8 было, по одной петельке спряталась под глазками. И вот мы примерно 3 петельки в одну сторону, 3 петельки в другую. Посерединке у нас должен встать носик. Как раз вот так вот это будет. Закрепляем его тоже. И будем вязать дальше. Угу. Вот такая вот красота у нас будет. Видите, пока тут еще такие вот зморшечки получаются. Потом наполнитель добавим, все хорошо разровняется. Вот так вот мы вставили. Дальше у нас идет 27 ряд. Будем провязывать ушки. Сначала вяжем 6 столбиков без накида в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вместе с ушком, любое ушко берем, прикладываем и вместе с ушком провязываем 9 столбиков без накида. Как обычно, мы зашли сначала в ушко, затем в голову, провязали столбик без накида. В ушко, в голову, второй столбик без накида. Так всего 9 столбиков без накида с ушком нужно провязать. Вот так вот мы провязали ушко. Теперь вяжем 14 столбиков без накида.
здесь между ушками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вместе со вторым ушком провязываем тоже 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 4 столбика без накида довязываем до конца ряда. Все правильно, ряд закончился, значит все хорошо. Так, сзади у нас вот так вот это выглядит. Спереди вот так вот. Ушки провязали. И следующий ряд, 28, просто провязываем 42 столбика без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 29 ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, и так делаем до конца ряда. 14 раз у нас получится так сделать. Это я провязала. Вот такая вот уже красота получается. Добавим наполнитель вот в эту часть, в нижнюю. И потом сделаем 14 убавок в 30 ряду. 14 убавок. Так, смотрите. 14 убавок сделала, добавила еще больше наполнителя. Прям здесь очень важно добавить наполнитель хорошо вот в эту часть. Видите? Сразу красиво формируем. Сзади тоже, чтобы у вас все четенько было. Вот если видите, что где-то проваливается, пальчиком прям туда проталкиваем наполнитель, чтобы сформировать красиво все линии. Тут на глазки надавливаем, чтобы распределить наполнитель еще лучше. Так, вот так вот сейчас это выглядит красота. Теперь делаем 7 убавок. Это 31 ряд. Там еще останется отверстие небольшое. Снова добавим наполнитель и будем заканчивать. Вот, смотрите, 7 убавок сделала. Хочу отрезать ниточку. Оставляю довольно длинный хвостик. Не знаю, видите? Тут, наверное, метр даже. Вытягиваю ниточку аккуратненько, чтобы ее не повредить. Вот. Добавляем еще наполнитель. И будем заканчивать наше вязание. Вот сюда вот в лоб хорошо тоже добавим, чтобы все было красиво. Если вас все устраивает, то вставляем ниточку в иголочку и протягиваем ее по петелькам за переднюю стеночку и будем стягивать отверстие. То есть мы заходим в каждую петельку вовнутрь, за переднюю стеночку ее хватаем и протягиваем ниточку полностью вот так вот по кругу.
Попротягивали, а теперь просто аккуратненько тянем вот так вот, и отверстие закрывается. Сильно не тяните, а то ниточка может порваться. Заходим теперь в серединку и выходим вот здесь вот внизу головы. Сейчас куда-то выйду просто, чтобы ниточку сюда уже перевести. То есть здесь мы вот так вот делаем, тоже сильно не затягиваем, чтобы не приплюснуть. Вот здесь вот, видите, где мы оказались. Через одну петельку идем к глазику, нам нужно сделать утяжку. Идем к глазику, и вот здесь вот тоже, видите, через несколько петелек идем к опять вот сюда вот вниз в серединку. Вот так вот чуть-чуть подтягиваем. Снова через одну петельку идем ко второму глазику. И здесь вот через несколько петелек мы снова идем вниз головы. Тоже делаем такую вот утяжечку. Давим на глазки аккуратно и подтягиваем ниточку. Видите, уже красиво смотрится. Но еще нужно вот здесь вот пару петелечек утянуть. Делаем все то же самое. Здесь уже берем немножко дальше. Хоп. И вот такая вот красота у нас получается. Подавим еще на глазки, чтобы здесь распределить хорошо наполнитель. Можно иголочкой еще себе помочь. И вот такая вот красивая головушка у нас получается. Посмотрите. Красота. Видите, тут больше сплюснуто. Кстати, наверное, надо еще чуть-чуть сплюснуть. Мне так больше нравится, когда сильнее сплюснута мордочка. Теперь оно. Видите, вот так вот получилось. Вот так вот это выглядит сбоку, спереди и с этого. Вот такая вот красота. Все, ниточку выводим где-то сзади. Тут я ее, наверное, к ручке вот этой вот выведу и завяжу узелок. Угу. Все, тут несколько раз еще попротягиваю по петелькам и обрежу эту ниточку. И вот такая вот красота у нас получилась. Видите, какой прикольный щенок. Сейчас можно ему еще вышить глазки.
И вообще будет красота. Так, вышиваем глазки. Взяла вот эту вот ниточку плотненькую, захожу где-то с краю к глазику. И просто несколько раз там пройдусь и вышью. Здесь оставляю хвостик. Где-то здесь мы выйдем. И вот сюда, наверное, придем. Угу. Угу. Так, тут выходим вот к этому хвостику и обрезаем ниточку, завязываем узелок, ниточки прячем вовнутрь. Угу. И вот такие вот красивые щеночки получаются. Класс! Посмотрите на это чудо. Вот такая вот красота. Спасибо, что вяжете вместе со мной, и до встречи в следующих видео.